Все начинается с резкого хлопка тишины, какого еще не слышал ни один человек. Представьте, шум мегаполиса, переполненные улицы, нескончаемый поток автомобилей, тысячи звонков, рев сирен, и вот это все исчезает за одно короткое сердцебиение. В этот момент все электронные устройства в мире без предупреждения выходят из строя. Ленты новостей останавливаются навсегда, дисплеи самолетов гаснут, на светофорах загорается неестественная пустота. Никакие часы больше не тикают, компьютеры не издают привычного гудения. Люди вытаскивают телефоны, жмут на кнопки, но экраны остаются черными, словно поглотившими свет. В воздухе витает нарастающий страх, пока никто не понимает, что произошло. В офисах мегаполисов замирает движение. Персонал в небоскребах привычно обращается к компьютерным экранам, но те не отвечают. Краем уха кто-то замечает, что кондиционер больше не гудит, вентиляция останавливается, становится душно. Копировальные аппараты застывают с открытыми лотками, в автоматах с кофе вспыхивает внутренняя пустота. Открывается панорамное окно высотки, и слышится непривычный гул улицы, а пугающая тишина. Никто не звонит, и даже лифты останавливаются посередине шахты, оставляя пассажиров в стесненной темноте. В аэропортах во всех концах света сходит с ума табло рейсов. Тысячи пассажиров столпились в ожидании, пока где-то диспетчер безуспешно пытается связаться с самолетом. А самолеты в небе, потеряв ориентиры и автоматическое управление, вынуждены слепо полагаться на опыт пилотов и случай. Навигационные огни перестают светиться, внизу чернеет город, излучая только беспокойство и панику. Башни контроля молчат, радиосвязь не работает, на взлетных полосах останавливается движение, больше не видно никаких огней, никто не дирижирует потоками самолетов. В этом хаосе пилоты принимают решения на ощупь, а пассажиры не знают, в каком мире они приземлятся. Внезапная тишина приходит и в дома. Телевизоры становятся серыми монолитами, холодильники перестают гудеть. Люди машинально проверяют розетки, нервно переключают выключатели, но все вокруг остается в состоянии замершего напряжения. Никто не может дозвониться до родных, ни один звонок не проходит. Попытка выйти в интернет приводит только к черному экрану. Лампочки не светят, микроволновки не греют, даже электрические замки перестают работать. Кто-то оказывается заперт внутри, кто-то снаружи. На улицах, где обычно не стихает гул моторов и сигналов, образуются странные пробки. Двигатели автомобилей вдруг замолкают, электронные ключи не открывают двери, сигнализации не реагируют. Город становится похож на муравейник, где все замерло в один миг, и кто-то уже начинает кричать из окон, пытаясь выяснить, не повторяется ли это только в его доме, или это что-то глобальное. Метро застывает в тоннелях, пассажиры в темноте начинают лихорадочно стучать по дверям вагонов. На железнодорожных вокзалах составы вдруг останавливаются, диспетчеры беспомощно смотрят в темные экраны. Эта тишина не похожа ни на что обычное, она не про уют и спокойствие. Это тишина, в которой спрятан страх. Люди по всему миру выходят на балконы и в окна, встречаясь взглядами с соседями, выискивая хоть какие-то признаки объяснения на чужих лицах. На улицах начинают собираться группы людей. Кто-то бежит в магазин, кто-то стремится попасть домой. По всему миру одновременно начинает зреть тревожное осознание. Прежний порядок исчез за мгновение. И пока кто-то еще надеется, что это всего лишь сбой или авария, окружающие понимают, это не локальная катастрофа. Радиоприемники, даже старые, не улавливают ни одного сигнала. Спутниковые тарелки бесполезны, ни один автомобиль не может завестись, электропоезда не трогаются с места. Наступает необычайно глубокая ночь, ведь и уличные фонари больше не светят. Шум мегаполиса сменяется глухой тревогой, где каждый следующий шаг неясен. Тем временем среди всей этой тревожной тишины начинает зреть первый хаос. Ведь когда компьютеры и гаджеты молчат, на поверхности выползают самые простые и в то же время самые опасные городские ловушки. Сквозь тишину начинают прорываться первые крики, отчаянные голоса застрявших в лифтах. В десятках тысяч высоток по всему миру металлические кабины остановились между этажами, погружая людей в кромешную темноту. Кто-то нервно жмет на неработающие кнопки, кто-то начинает стучать по двери, надеясь, что их услышат. Полное отсутствие вентиляции заставляет воздух быстро становиться спертым и тяжелым. Маленькие дети плачут, взрослые спорят, от отчаяния кто-то пытается вскрыть потолочный люк, но в узком пространстве это едва возможно. На лестничных площадках властвует паника. Люди снаружи слышат крики, но не могут ничем помочь, ведь автоматические запоры дверей не поддаются. В элитных комплексах, где двери открываются только по коду или карточке, жильцы оказываются заблокированными внутри квартир, на лестничных маршах, в холлах.
Лестницы уже забиты людьми, которые пытаются спуститься вниз, но без фонарей и сотовых телефонов каждый шаг превращается в рискованную попытку на ощупь пробираться сквозь мрак. На улицах столпотворение. Переполненные перекрестки вдруг превращаются в смертельную ловушку. Светофоры давно перестали работать, звукоизолированные стекла автомобилей не опускаются, центральные замки не открываются. Люди, оставшиеся запертыми в салонах, начинают бить руками по окнам в поисках помощи или свежего воздуха. Кто-то ломает двери с внутренней стороны ботинками, разбивая стекло, осколки летят на асфальт. Ближе к центру города слышны первые хлопки сигнализации, которые автоматически включаются у некоторых старых автомобилей при отключении питания. Рев разносится по дворам и застывает, не найдя отклика. На мостах застыли грузовики, водители пытаются открыть капоты, но что толку, если даже ручное управление не дает результата? Колонны автобусов застывают на перекрестках, пассажиры выходят наружу, толкаясь и крича друг на друга, не понимая, кто должен уступать дорогу. В подземке хаос принимает совсем иную форму. Поезда метро останавливаются между станциями, в туннелях мгновенно становится темно и душно. Тысячи людей, оказавшихся отрезанными от выхода, с фонариками телефонов мечутся вдоль вагонов, но освещения нет. У кого-то начинается паническая атака, другие пробуют взломать двери, не получается. Проводники вынуждены действовать наугад, спускаться на шпалы опасно, никто не знает, где ближайший выход и что дальше. Шахты эскалаторов заполняются криками, ступени не движутся, толпы людей упираются в металлические лопасти, а кто-то падает, получая травмы. На платформах, где хоть чуть светлее, начинается давка. Люди лезут вверх по лестницам, не зная, куда ведет этот путь. В офисных зданиях ситуация не менее напряженная. Серверные комнаты становятся неприступными, электрозамки не пускают внутрь, а кондиционеры останавливают работу, температура быстро растет. Кто-то застревает в туалетах и кладовых, где двери можно открыть только электронным способом. Охранники на постах пытаются запустить резервные генераторы, но они бесполезны, все электричество исчезло бесследно. По пожарным лестницам движется поток тех, кто оказался заблокирован в помещениях. Женщины на шпильках едва удерживаются на ногах. Пожилые медленно пробираются вниз, держась за стены. На каждом этаже слышны звуки борьбы с дверными замками, кто-то выламывает замки ногами, кто-то использует подручные предметы. Пожарные выходы перекрыты, автоматически закрытые люки не поддаются. На дорогах нависает угроза столкновений. Автомобили, потерявшие управление, застыли хаотично. Кто-то пытался затормозить в последний момент, оставив вмятины на капотах других машин. Велосипедисты, не заметив остановки потока, врезаются в автомобили и друг в друга. Мотоциклы легли на бок, водители отчаянно ругаются, кто-то бросает свой транспорт и убегает прочь от переполненных перекрестков. Вдоль улиц загораются вспышки разочарования, попытки открыть автоматические двери магазинов заканчиваются неудачей. Покупатели внутри оказались в ловушке, наблюдая, как снаружи их пытаются вызволить, но без инструментов стеклянные двери остаются непробиваемыми. В продуктовых супермаркетах автоматические холодильники начали медленно нагреваться, и первые подозрения сменяются страхом за сохранность запасов. Во дворах жилых комплексов дети и взрослые пытаются выбраться из автоматических ворот, но никаких инструментов под рукой нет. На парковках электронные шлагбаумы становятся непреодолимым препятствием. Охранники теряют контроль над камерами, никто не видит, что происходит на территории, и это вскоре приводит к новым проблемам. В больницах и клиниках все усложняется. Электронные замки не открываются, операционные оказываются запертыми, внутри врачи и пациенты стучат по дверям. Лифты не движутся, транспортировка тяжелобольных становится невозможной. Генераторы тревожно молчат, не давая даже кратковременного света. Двери пожарных выходов заблокированы, любой экстренный выход невозможен. В коридорах слышны крики, кто-то ломится в двери руками, кто-то бьет стульями по толстому стеклу. Почти во всех уголках города возникают свои ловушки. Там, где люди привыкли к комфорту и автоматике, теперь преобладает беспомощность. Вокруг сгущается атмосфера отчаяния и тревожного ожидания, ведь никто не знает, когда кто-нибудь поможет. Но самое страшное нарастает впереди, когда все понимают, что никто не придет, а каждая минута промедления приближает к еще большему хаосу, который вот-вот вырвется наружу. Когда исчезают последние проблески искусственного света, улицы буквально преображаются. Напряжение, накапливавшееся со всеми этими остановками и замкнутыми дверями, буквально взрывает повседневную размеренность.
Люди, не привыкшие к такой беспомощности, начинают метаться между машинами, разбитыми магазинами и темными подземными переходами. На перекрестках есть те, кто в растерянности наблюдает за дезорганизованными толпами, а есть и те, кто сразу переходит к агрессии, спорят из-за дороги, дерутся за возможность выбраться из затора, хватают случайные предметы, чтобы разбить двери автомобилей или торговых точек. Шум выстрелов и крики вдалеке слышны все чаще. Кто-то использует огнестрельное оружие, чтобы попытаться открыть бронированные двери банков или ювелирных магазинов. В других районах города появляются очаги возгорания, канистры с бензином, зажигалки, все, что хоть как-то воспламеняется, идет в ход, когда люди пытаются хоть немного осветить себе путь или согреться у костра прямо на тротуаре. Полицейские патрули бесполезны, радиосвязь недоступна, электронные системы блокировки оружия не дают воспользоваться табельным пистолетом, а бронированные автомобили закрылись наглухо и не открываются без электроники. Толпы бросаются к соседям по лестничным площадкам, пытаясь выяснить, есть ли у кого запасные ключи или лом. На улицах формируются стихийные группы, которые пытаются вывести людей из застрявших автомобилей или лифтов с помощью металлических лопат и топоров, найденных в мусорных баках. Вместе с этим усиливается страх быть ограбленным. Магазины с алкогольными напитками и аптеки становятся первой целью для тех, кто не может справиться с тревогой или ищет необходимое лекарство. Витрины усыпаны осколками, а люди в панике хватают все подряд, не думая о последствиях. В некоторых районах начинается массовое движение. Целые улицы превращаются в потоки бегущих людей, которые направляются туда, где раньше находились полицейские участки или медицинские пункты. Однако эти здания оказываются безмолвными и пустыми, охраняемые только запертыми электронными дверями и штилем, которого не бывает в мире работающих технологий. В коридорах подвалов и на лестничных клетках накапливаются испуганные группы, которые ждут, что кто-то кому-то все объяснит. Но некому объяснить никакой информации, только шум и хаос. В подземных переходах начинается давка. Сотни людей, пытаясь выбраться из метро или торговых центров, сталкиваются друг с другом в узких проходах. Кто-то теряет сознание, кто-то затаптывается, никого нельзя вызвать на помощь. По улицам носятся первые добровольцы, те, кто еще помнит, где хранится старый автомобильный домкрат или ручной фонарь. Они пробираются во дворы, открывают гаражи и стараются вынести все, что может пригодиться для самозащиты или освещения. По мере того, как нарастает хаос, грабители используют темноту и обездвиженность камер, чтобы опустошать склады и частные дома, забегая внутрь через разбитые окна. Возле аптек и продуктовых лавок образуются очереди. Кто-то надеется попасть внутрь мирно, но вскоре начинается борьба за право первым войти. Вскрываются двери фомками, из магазинов уносят не только еду, но и воду, батарейки и свечи. С каждой секундой становится заметно, что контроль за происходящим теряет любой смысл, когда даже полицейские оказываются простыми людьми без связи и командования. Дальше по цепочке рушатся привычные бытовые ритуалы. Домашние животные выбегают на улицы, когда автоматические двери подъездов вдруг распахиваются или их кто-то выбивает ногой. Без электрического освещения в квартирах наступает угнетающий мрак, свечи кончаются за считанные минуты, а фонарики быстро садятся. Люди громко зовут родных через открытые окна, но ответа не слышно, в темноте разносится только гул голосов и отрывистые крики. Тем временем водопроводные насосы останавливаются, и из кранов исчезает вода. В некоторых домах начинается раздача имеющихся запасов, кто-то сливает воду из бачков унитазов, кто-то спускается в подвалы, чтобы забрать бутылки с питьевой водой из запасов магазинов. С балконов летят пакеты с хлебом и едой тем, кто застрял во дворах. На улицах у мусорных баков собираются те, кому некуда идти. Безработные, подростки, мигранты. Они быстро организуются в сплоченные группы и начинают делить территории города между собой. Пожарные расчеты без электронной сигнализации и связи оказываются отрезанными. Где-то вдалеке появляется дым, в жилых домах начинают поджигать мебель ради тепла. В первую же ночь несколько кварталов загораются из-за неосторожных попыток согреться или осветить помещение. В таких условиях обычные жители, вооруженные только подручными средствами, стараются сдержать огонь ведрами или кастрюлями с водой, но без слаженных действий все только усложняется. Между домами и на школьных площадках вспыхивают локальные стычки, кто-то обвиняет друг друга в краже, другие не делят остатки еды. Уже в первые часы становятся очевидны признаки настоящей паники. Люди рвут одежду на перевязки, кто-то достает старые батарейки для радиоприемников, даже не надеясь услышать новость.
В опустевших городских центрах царит сумбур. Стекла разбиты, двери выбиты, по улицам снуют тени, которые пытаются найти хоть какую-то защиту или помощь. И все же, несмотря на растущий хаос, большинство продолжает верить, что это скоро закончится, и система заработает вновь. Но с наступлением второй ночи становится ясно, никакой помощи не будет. Именно тогда начинается настоящая борьба за еду, воду и медикаменты. Впереди первые дни, когда каждый вынужден сам заботиться о жизни, а старые запасы становятся ценнее любой валюты. В первые дни после исчезновения технологий городские улицы меняются до неузнаваемости. Уже к утру запасы воды и еды начинают исчезать с пугающей скоростью. В продуктовых магазинах, где раньше автоматические двери открывались без усилий, теперь собираются очереди. Люди с кувшинами, кастрюлями, сумками, которые готовы выменивать последние деньги или одежду на хоть что-нибудь съестное. Те, кто оказался внутри магазинов в момент отключения, не спешат открывать двери снаружи. Страх быть захваченными в толпе становится сильнее чувства долга. Хозяева лавок и складов собирают семьи и обсуждают план обороны. Окна и витрины заколачивают деревянными досками, но это не останавливает волны отчаявшихся. В аптеках царит паника. Жизненно необходимые лекарства сметают с полок еще до полудня. Диабетики, люди с астмой и сердечники рвутся вперед, хватают упаковки инсулина, ингаляторов и таблеток. На полу остаются разорванные коробки и раздавленные блистеры, а за витринами кто-то уже разбивает стекло, чтобы добраться до редких медикаментов. Персонал аптек не успевает ничего объяснить. Кто-то бросает халаты и сбегает, другие пытаются прятать остатки запаса в укромных уголках, но через считанные часы все равно приходится делиться с толпой. Вода — самый ценный ресурс с первых же минут. Когда насосные станции останавливаются, из кранов сначала идет мутная струя, потом появляется только воздух. Люди тащат на себе бидоны и бутылки, сливают воду из бачков унитазов, собирают талую воду в больших кастрюлях на балконах. Открываются старые колодцы, где они еще сохранились, туда выстраиваются живые цепочки. В районах возле рек и каналов с утра появляются толпы. Кто-то несет домой ведра, кто-то пытается прокипятить мутную воду на костре прямо возле подъезда. Не задумываясь о гигиене, дети жадно пьют из общих ведер. Взрослые делят оставшиеся запасы на порции, иногда дерутся за кружку чистой воды. Холодильники больше не работают, и продукты портятся на глазах. В квартирах и магазинах пахнет кислым молоком, разлагающимся мясом и фруктами. Хозяйки стараются готовить все сразу, разводят костры во дворах, жарят рыбу на старых сковородках, но времени мало. Уже через день развиваются первые пищевые отравления. Врачи и те, кто готов работать без инструментов и света, скитаются по дворам с простыми сумками, раздают йод, бинты, перевязывают раны и ожоги после попыток приготовить еду на костре. Кто-то ищет людей с медицинским образованием, чтобы выменять у них обезболивающие или жаропонижающие на крупу или бутылку воды. Пожилые и больные оказываются в самой тяжелой ситуации. Без электронных подъемников и работающих лифтов их не могут спустить с верхних этажей, а лекарства для них исчезают первыми. Те, кто не может выйти сам, остаются запертыми в квартирах без еды и воды. По городским районам идут группы добровольцев. Они стучат в двери, забирают у соседей все, что может пригодиться для спасения жизни. Старые бинты, спирт, свечи, соду, соль. В обмен выдают 1-2 банки консервов или приглашают спуститься во двор, где организован общий костер. Уже на второй день начинают собираться самодельные рынки. На детских площадках или в подвалах домов появляются импровизированные прилавки. Кто-то меняет спички на бутылку воды, кто-то банку фасоли на пачку обезболивающих. Все знают, что запасов хватит ненадолго, поэтому каждый старается обменять свои лишние вещи на то, что поможет выжить ближайшие сутки. Вскоре появляются слухи о запасах в соседних районах, люди собираются в небольшие группы и отправляются на поиски кладов, где еще могут быть спрятаны коробки с едой или медикаментами. Иногда такие поиски заканчиваются стычками или драками. Когда речь идет о выживании, никто не думает о чужих интересах. Водоразборные колонки, где еще осталась капля воды, становятся центрами притяжения. Очереди растягиваются на целый квартал, вокруг вспыхивают ссоры и перепалки. Мужчины пытаются навести порядок, придумывают очередность, но к вечеру раздается первый крик, и толпа сметает все попытки организовать цивилизованный отбор. В тех районах, где воды нет вообще, люди начинают сливать воду из систем отопления, вскрывать батареи, черпать из старых ванн и даже пытаться топить снег, если позволяют погодные условия. В этот хаос врываются и те, кто привык жить за счет других — мародеры.
Они быстро понимают, что аптеки, склады, бакалейные лавки и даже частные дома становятся самой легкой добычей. Двери, когда-то защищенные электронными замками, теперь просто выбивают плечом или инструментами. Внутри грабят все, даже старые бинты, корки хлеба, старую соль и забытую в шкафу бутылку лекарств. Люди начинают ночевать на лестничных площадках, охранять свои квартиры и склады группами, выставлять посты, вооружаться металлическими трубами, ломами, даже бейсбольными битами. Параллельно по всему городу звучат просьбы о помощи. Кто-то вывешивает на окнах надписи, кто-то пишет мелом на асфальте «нужна вода» или «здесь есть лекарства», но большинство понимает, что рассчитывать можно только на себя и ближайших соседей. На крышах появляются самодельные сигналы, факелы, вывешенные простыни, чтобы привлечь внимание. Дети помогают взрослым искать пропавших, на улицах появляются объявления, нацарапанные на стенах, кто, где, в каком состоянии, кого ищут. Оказавшись в мире без света и связи, люди учатся ориентироваться в полной тьме. Ночью во дворах появляются костры, где варят еду и кипятят воду. Старики вспоминают рецепты долгого хранения, солят и сушат все, что нашли, маринуют остатки овощей, осматривают старые кладовые и погреба, ищут свечи, керосиновые лампы, даже подсвечники из прошлого века. В каждом доме кто-то решает распределять продукты по счету, чтобы не остаться с пустыми руками уже завтра. В эти дни любая мелочь становится критически важной. Одна таблетка, кусок хлеба или бутылка воды способны решить, переживет ли человек ночь. Поэтому каждый новый рассвет встречают с опаской. Неизвестно, что принесет следующий день в мире без технологий, где каждый вынужден искать новые правила выживания. А тем временем выжившие все яснее понимают, эти дни всего лишь начало длинного пути. Впереди их ждет новая, непривычная реальность, где привычные законы больше не работают, а борьба за жизнь только начинается. Новая жизнь идет без пауз и шансов на возвращение к прежнему. В первые дни тех, кто сумел сохранить хладнокровие, стали называть вожаками. Старшие мужчины и женщины начинают собирать соседей на площадках, быстро делят обязанности, кто отвечает за сторожевую охрану, кто идет искать воду и продовольствие, кто следит за детьми и пожилыми. Самые крепкие отправляются на поиски продуктов, проверяют заброшенные магазины, склады неподалеку, пустующие автомобили. Везде приходится быть настороже, в темных подъездах и переходах можно столкнуться с другими такими же группами, и всегда есть риск встретить мародеров. Важнейшей становится защита своих запасов и жизни. Почти сразу принимается решение ночами выставлять дозоры, на крышах дежурят по двое, вооружаются всем, что нашли, сломанными граблями, арматурой, тяжелыми кухонными ножами, бейсбольными битами. Если кто-то замечает движение на улице, сразу начинают стучать по трубам. Сигнал тревоги быстро разносится от квартиры к квартире. Группы мужчин и подростков идут в обход кварталов, проверяя, не ломают ли двери, не пытаются ли ворваться чужаки. Женщины тем временем разбирают остатки продуктов, сушат хлеб на веревках, делают запасы воды для больных и малышей. Медицинская помощь становится делом тех, кто хоть раз видел аптечный шкаф или читал справочник по оказанию помощи. Все травмы, ожоги, порезы, вывихи, простуды лечат подручными средствами. Повязки делают из старой одежды, для обезболивания используют самодельные отвары, спирт из домашних запасов, марганцовку, йод, что удается найти. Местные врачи и медсестры обходят дома пешком, собирают информацию о состоянии самых слабых. Для тяжелобольных организуют отдельные комнаты, приносят им по глотку воды, стараются делить лекарства по необходимости. Водоснабжение решают примитивно, вскрывают старые колодцы, бурят лунки во дворах, растапливают снег зимой. Там, где нет даже этого, в ход идут любые сосуды для сбора дождевой воды, ведра, кастрюли, целлофановые пакеты натягивают на кусты. Если удается найти бочку с технической водой, распределяют строго по кружке в день на каждого. Мытье и стирку откладывают, главное питье и хоть какая-то возможность умываться. Питание планируют по-военному. Завтрак — остатки каши или хлеба, обед — суп из всего, что нашли, ужин — чаще всего вода или отвар из корней и трав. Родители стараются оставить детям чуточку больше, взрослые делят между собой то, что оказалось лишним. Заботы о каждом новом дне становятся общим делом. Обсуждают, кто пойдет в поисковый рейд на рассвете, кто останется присматривать за домом. Связь между группами налаживают через глашатаев. Подростки ходят от района к району, разносят новости, где есть вода, кто нуждается в помощи, у кого остались медикаменты. Пишут сообщения на бумаге, вывешивают на стенах и дверях.
В некоторых местах договариваются встречаться в одно и то же время у фонарного столба или детской площадки, чтобы обменяться информацией и разойтись обратно, пока не стемнело. Огонь и свет теперь — роскошь. Выдергивают свечи из подвалов, ищут керосиновые лампы, разводят костры на пустырях или во дворах. Дрова добывают, разбирая старые лавки, заборы, даже мебель, которую раньше берегли для гостей. Вскоре дым становится постоянной частью городского воздуха. Костры используют не только для еды. Возле них греются, там обсуждают дальнейшие действия, делят задачи. Без транспорта приходится много ходить пешком. Старики и дети едва держатся, но им помогают, пристегивают к спинам, несут на самодельных носилках, используют телеги и детские коляски для перевозки воды и вещей. Любой найденный велосипед становится настоящим сокровищем, хотя без насоса и запасных камер использовать его сложно. Крупные грузы перетаскивают всем миром, по 8-10 человек за раз, чтобы дотащить мешок муки или ящик консервов. Во дворах возрождаются самодельные рынки. Обмен идет на все подряд. Соль, хлеб, зажигалки, ножи, кроссовки, даже старые часы, если они механические. Каждый рассчитывает, что сможет выменять нужное. Иногда сделки идут тихо, за углом, чтобы не спровоцировать толпу. Самые ценные теперь мелочи — иглы, нитки, кусочек сахара, баночка детской смеси. За порядком следят совместно. В случае кражи или насилия быстро создают собрания. Участники рейда решают, как наказать виновного. Обычные правила больше не работают. Теперь все держатся друг за друга только потому, что так проще выжить. Если кто-то находит оружие, договариваются хранить его в общем доступе, выделяют сторожа. Дети перестают быть просто зрителями. Им поручают простую работу — собирать ветки, выносить мусор, следить за костром, помогать разносить записки и пищу немощным. Постепенно появляется новая дисциплина. Без нее невозможно ни добыть ресурсы, ни удержать то, что есть. Мир, где техника исчезла навсегда, становится испытанием для каждого. Никто уже не надеется, что все вернется обратно. Теперь правят только коллективные силы, простые навыки и решимость сохранить то, что осталось. В полной тишине нового времени слышно только потрескивание костров, быстрые шаги патруля на лестнице и короткие обрывки разговоров во дворах. Здесь больше нет привычных законов комфорта, только новые правила, в которых находчивость и поддержка ближних становятся единственным способом выстоять в наступившей реальности.